Сотрудничество Чонгука с Rolling Stone не вело себя как обычный медийный момент. Оно не следовало привычному циклу объявления, краткого хайпа и постепенного затухания. Оно вспыхнуло и осталось. Рекорды трендов, побитые в соцсетях, были не результатом организованного шума. Это был эффект естественного перегруза. Людей не просили обращать внимание, они делали это автоматически. И это важно, потому что отличает мимолетное внимание от культурного шока. С первой секунды после объявления скорость реакции не ощущалась человеческой. Она казалась механической, как будто миллионы людей реагировали инстинктивно, а не осознанно. На мой взгляд, так выглядит настоящий эффект в цифровую эпоху. Не организованный, не навязанный, не обещанный, а основанный на мгновенном притяжении к центру. И этим центром был Чонгук. Интенсивность момента определялась не только масштабом видимости, но и авторитетом заявления Rolling Stone. Когда медиагигант с наследием говорит о чьем-то мировом влиянии не как о будущем потенциале, а как о факте, это демонстрирует уверенность. Они не описывали Чонгука как артиста, который может изменить музыку. Они говорили так, будто изменения уже начались. Именно поэтому разговор в индустрии ускорился так стремительно. Чонгук не ломал тренды, он создавал точки напряжения. Интернет реагировал не любопытством, а узнаваемостью. Люди не спрашивали, кто это. Они реагировали так, будто давно ждали этого сотрудничества, даже если не осознавали этого. Это редкое психологическое явление. Оно возникает, когда артист уже занимает место в сознании людей еще до официального момента. Это был не пиар-вброс, это было столкновение присутствия и платформы. Rolling Stone не возвысили Чонгука. Чонгук усилил современную значимость Rolling Stone. Когда традиционная институция ощущает обновление благодаря одному человеку, это означает, что баланс силы сместился. Это был не молодой артист рядом с гигантом, это был гигант, которому напомнили, как выглядит современная сила. Рекорды трендов отражали не только цифры. Они показывали скорость распространения, глубину реакции, доминирование на разных платформах, масштабы копирования контента. Такое распространение невозможно вручную. Это эмоциональное поведенческое явление. Пользователи делились не как фанаты, а как свидетели. Они чувствовали, что наблюдают рождение нового культурного стандарта. Заявление Rolling Stone о том, что Чонгук способен изменить мир музыки, не звучало преувеличенно. Оно звучало клинически точным, как наблюдение, а не как прогноз. Именно поэтому оно прозвучало так мощно. Преувеличение вызывает защитную реакцию. Уверенность заставляет адаптироваться. Индустрия изменила тон незамедлительно. Изменились темп разговоров, система ссылок, ожидания. У Чонгука есть особое присутствие, при котором трансформация ощущается не как мечта, а как неизбежность. Мечты ассоциируются со звездами, неизбежность — с иконами. И когда Rolling Stone встали на его сторону, они не мечтали, они фиксировали реальность. Есть что-то почти опасное в том, насколько мягко выглядело это доминирование. Оно не было агрессивным, не было навязчивым, оно просто произошло. И в такие моменты disruption становится необратимым. Когда разрушение привычных структур покрывается покоем, отменить его уже невозможно, остается только адаптация. Самое удивительное в этом сотрудничестве – оно не просто стремительно трендилось. Тренд выглядел меньше, чем само событие, потому что настоящее событие произошло внутри людей. Они не просто смотрели контент, они меняли ожидания, они перестраивали стандарты, они сдвигали точку отсчета. Имя Чонгука перестало быть жанром, оно стало эталоном. И именно такие сдвиги действительно меняют музыку. Не стиль, не звук, не маркетинг, а психологическое позиционирование. Когда Rolling Stone сказали, что Чонгук может изменить мир музыки, речь шла не только о звуке, речь шла о механике влияния, о том, как движется внимание, как формируется лояльность, как присутствие доминирует без шума, как искусство становится стандартом, а не трендом. Это был не хайп, это была история, создающаяся в реальном времени. А история не просит разрешения, она случается. Рекорды трендов — лишь видимый слой. Реальный сдвиг произошел под поверхностью. Сотрудничество Чонгука с Rolling Stone изменило не цифры, оно изменило представление. Цифры временны, представление постоянно. И изменилось не любопытство, а уверенность. Индустрия перестала задавать вопросы, она начала подстраиваться. Я считаю, что момент стал таким мощным не только из-за восторга, но и из-за легчения. Люди почувствовали, что случилось то, что давно должно было произойти. Это создало другое ускорение.
ускорение, не шаткое ускорение хайпа, а устойчивый импульс согласования. А когда согласование возникает, оно держится. Имя Чонгука перестало быть темой, оно стало якорем. Разговоры начали вращаться вокруг него, а не ссылаться на него. Это признак центрального положения. Быть упомянутым значит быть внешним. Быть точкой орбиты значит быть центром. И это смещение произошло быстрее, чем что-либо в индустрии в последние годы. Голос Rolling Stone имеет вес, потому что понимает наследие. Он документировал движения, иконы и переломные моменты десятилетиями. Но в этом случае их слова были не влиянием, а признанием. Они не убеждали людей, они подтверждали то, что люди уже ощущали. Чонгуку не нужно было искать авторитет. Авторитет сам реагировал на него. Это высшая форма силы. Большинство артистов поднимаются по лестнице. Чонгук стал самой лестницей, по которой измеряют других. Это момент, когда артист перестает подчиняться правилам индустрии. Сотрудничество стерло границу между артистом и институцией. Оно не выглядело как гостевое появление. Оно выглядело как соединение двух равных сил. Это меняет иерархию. Нет больше ведущего и приглашенного. Есть только равновесие. Самым мощным в этом моменте было то, как спокойно Чонгук выглядел, пока вокруг все двигалось. Спокойствие опасно в индустрии, привыкшей к хаосу. Спокойствие сигнализирует контроль. Контроль – безопасность. Безопасность – постоянство. Люди чувствовали это, даже не осознавая. Интернет ускорился не из-за маркетинга, а из-за инстинкта. Люди делились не думая, реагировали не планируя, чувствовали без контекста. Такой реакции нельзя купить, ее нельзя сконструировать. Она возникает, когда присутствие артиста совпадает с тем, чего бессознательно ждет публика. Фраза «изменить мир музыки» звучит преувеличенно, если использовать ее неосторожно. Но здесь это не выглядело преувеличением. Это выглядело как констатация позиции. Чонгук меняет музыку не только звуком. Он меняет распределение силы. Он сдвигает центр внимания. Он сдвигает направление уважения. Он меняет структуру амбиций. Главное отличие до и после этого сотрудничества было простым. Чонгук перестал выглядеть как артист, входящий в историю музыки. Он начал выглядеть как тот, кто ее пишет. Это психологический перелом, который нельзя отменить. Тренды заканчиваются, сдвиги нет. И это был сдвиг. После рекордов и волн трендов осталась тишина. И эта тишина была громче шума. Она была не пустотой, а моментом принятия. Музыкальный мир тихо перестраивался под новый ориентир. Это то, что происходит, когда случается необратимое. Нет фазы празднования, нет этапа недоверия. Есть только тихое понимание. Сотрудничество Чонгука с Rolling Stone создало момент, который люди не просто обсуждали, момент, который людям перестало нужно объяснять. Имя Чонгука больше не требовало контекста или предыстории, оно функционировало как самостоятельная идея. А когда имя становится идеей, оно выходит за рамки. Самое важное – это то, как этот момент переписал уважение. Не поверхностное восхищение, а структурное уважение. То, которое меняет переговоры, форматы предложений и системы изнутри. Когда Rolling Stone заявили, что Чонгук способен изменить мир музыки, сила была не в словах, а во времени их произнесения. Они сказали это спокойно, а спокойные заявления бьют глубже, они звучат продуманно. Это спокойствие создало авторитет. Индустрия сразу поменялась. Продюсеры двигались иначе, медиа иначе формировали нарративы, креативные директора строили концепции вокруг нового стандарта, не потому что их попросили, а потому что их психология изменилась. Когда ум принимает новую точку тяжести, все перестраивается автоматически. Чонгуку не нужно было заявлять о своем влиянии, не нужно было агрессивно позиционироваться. Его метод – существование. Просто существовать на уровне, который вынуждает других подниматься или перестраиваться. С этого момента Чонгук перестал быть сравнением. Его больше не сравнивают с другими, других сравнивают с ним. Это одно из самых редких явлений в истории музыки. Большинство звезд достигают пика громко. Настоящие иконы – тихо. Это сотрудничество стало психологической линией.
До люди видели, что возможно. После они почувствовали, что неизбежно. А когда появляется неизбежность, сопротивление исчезает. Чонгук не драматизировал момент, не демонстрировал важность, не продавал влияние. Он двигался как человек, давно готовый к этому весу. Такая осанка не от амбиций, а от внутренней ясности. Именно поэтому заявление Rolling Stone было опасным, в лучшем смысле слова. Не из-за смелости, а из-за точности. Точность в момент перехода – редкость, и когда она появляется, она остается. Мир замечает молнию, когда она вспыхивает, но настоящая сила – это ток, который течет после вспышки. Чонгук не молния, он ток. А ток не спрашивает разрешения, не ждет, не исчезает. Он медленно и навсегда меняет ландшафт. Тренды – это кадр, история – это направление. И Чонгук не просто сотрудничал с Rolling Stone, он пересек порог, а через пороги не возвращаются, только расширяются. Сдвиг произошел тихо, почти невидимо, но увидев его, ты уже не можешь не видеть. Это был момент, когда мировой музыкальный рынок перестал пытаться предсказать Чонгука и начал пытаться успеть за ним. Прогноз – это контроль, реакция – это капитуляция. После сотрудничества Rolling Stone индустрия капитулировала, структурно. Она не паниковала, она адаптировалась. А адаптация куда опаснее паники. Паника громкая и временная, адаптация тихая и постоянная. Чонгук перестал быть феноменом, он стал структурой ориентации. Люди перестали спрашивать, что он сделает следующим. Они начали спрашивать, насколько мы отстаем. Этот сдвиг важнее цифр, потому что цифры следуют за гравитацией, а гравитация уже сместилась. Влияние Чонгука стало ощущаться даже там, где он не присутствовал. Это видно было в стиле новых артистов, в том, как западные продюсеры переосмысливали вокальное направление, как сторителлинг становился чище, минималистичнее, интенсивнее. Это не подражание, это перекалибровка. Настоящее влияние всегда работает так. Оно убирает варианты. Когда стандарт поднимается, все ниже него становится неприемлемым. Именно поэтому хайп в этой истории не двигатель, а свидетель. На мой взгляд, хайп не создали этот сдвиг. Они наблюдали его, они адаптировались к нему. А это значит, что артист перерос корпоративную структуру. Это крайне редкое явление. Контроль Чонгука над собственным присутствием стал мощнее любого маркетинга. Никаких компаний, только осанка, только тишина, только постоянство. Это не бренд, это идентичность, а идентичность невозможно обойти. Он стал фигурой, о которой индустрия говорит только приватно, не из-за скандальности, а потому что правда о силе редко произносится вслух. Признание силы всегда происходит тихо. Публичное признание потребовало бы капитуляции, а капитуляция сложна. Но внутренне она произошла. Писатели меняли тон, продюсеры – темп, дизайнеры – силуэты. Не потому, что Чонгук требовал этого, а потому, что вкусы аудитории уже изменились. Когда вкус меняется, предложение обязано следовать. Чонгук никого не заменил, он изменил воздух. И когда меняется воздух, все начинают дышать иначе. Такое влияние не исчезает с трендами, такое влияние не нуждается в защите. Он не боролся с системами, он сделал их неактуальными, а это самая мощная победа из возможных. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly.